Иногда человек чувствует себя тревожным, охваченным страхом и одиночеством. Кажется, что мир рушится, жизнь сходит с рельсов, и душа ищет выход. В такие моменты есть аят, который становится убежищем для души, светом для разума и поддержкой для сердца. Это аят Аль-Курси. Этот аят считается одним из величайших в Коране. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение, сказал: в Коране есть такой аят, который является господином всех аятов. Это аят Аль-Курси. Но аят Аль-Курси – это не просто аят. Это соединение глубокого понимания сущности бытия, чувства уверенности, покорности, связи с Аллахом и удовлетворения психологических потребностей человека в одном тексте. Многие знают этот аят наизусть, но лишь немногие понимают его истинную глубину. В этом видео мы разберем его слово за словом, мысль за мыслью. Потому что аят Аль-Курси – это щит от наших страхов и исцеление для души. Начнем с его первых слов. Аллах. Нет божества, достойного поклонения, кроме Него, вечно живого Аль-Хай, сущего по себе и поддерживающего все существующее Аль-Кайюм. Эти слова отвечают на поиск человеком веры и уверенности. Люди всегда стремятся к чему-то постоянному, но жизнь переменчива и все временно. Этот аят напоминает нам: только Аллах истинный и вечный. Он Аль-Хай, вечно живой. Все созданное обречено на смерть, но Он никогда не исчезнет. Его существование не зависит ни от чего. Напротив, все сущее существует благодаря Ему. Он Аль-Кайюм, поддерживающий и управляющий всем. Твое существование, работа твоего тела, порядок во Вселенной – все находится под Его волей и защитой. Эти слова дарят человеку психологическую уверенность. Тебя защищает тот, кто понимает и поддерживает тебя. Далее аят продолжается словами. Его не обременяет ни дремота, ни сон. Это означает, что защита и наблюдение Аллаха никогда не прерываются. Люди устают, засыпают, иногда остаются безразличными и беспомощными. Но Аллах никогда не закрывает глаза, не пропускает ни одного мгновения. Он всегда бодрствует, всегда рядом, не только днем, но и в самой тихой, самой темной ночи. Он видит, знает и слышит тебя. Эти слова утешают уставшие сердца. Ты не один. Есть тот, кто никогда тебя не оставит. Затем мы слышим: Ему принадлежит все, что на небесах и на земле. Эти слова утверждают абсолютную власть и владение Аллаха. Человек может думать, что ему что-то принадлежит, но на самом деле все – мы, окружающий мир, Вселенная, время и пространство – все это принадлежит Аллаху. Обладать чем-то значит обладать силой. Но эта власть Аллаха соединена с бесконечным знанием и милосердием. Он защищает тебя, потому что ты принадлежишь Ему. Он ничего не забывает, не теряет и не оставляет. Эти слова приносят покой. «Я не одинок, я принадлежу бесконечной силе». Далее аят говорит: «Кто может заступиться перед Ним без Его разрешения?» Здесь раскрывается могущество Аллаха. Никто не может говорить перед Ним по своей воле. Ни пророк, ни ангел, ни любое другое существо. Заступничество возможно только с Его дозволения. Иногда человек ищет посредника, хочет, чтобы кто-то понял его, говорил за него, открыл ему путь. Но этот аят напоминает: тебе не нужен посредник, чтобы достичь Аллаха. Он слышит тебя напрямую, достаточно искреннего сердца. Эти слова показывают величие Аллаха и Его милосердие. Ты можешь сам обратиться к Нему, Он слышит тебя. Далее звучат слова: Он знает, что перед ними и что позади них. Они же не могут постигнуть ничего из Его знания, кроме того, что Он пожелает. Это напоминает о безграничности знаний Аллаха и ограниченности человеческого разума. Он знает прошлое и будущее. Все, что мы знаем, это лишь дар, ограниченный Его волей. Эти слова становятся зеркалом для человеческой гордыни. Сколько бы мы ни читали и не изучали, мы никогда не сможем охватить абсолютное знание. И эта осознанность шепчет нам:
Тебе не нужно знать все, но есть тот, кто знает тебя. Аят продолжается. Его престол охватывает небеса и землю, и сохранение их не является для него трудным. Эти слова описывают абсолютное господство и могущество Аллаха. Престол Курси символизирует его знание и власть. Все – небо, земля, мы – находятся под его контролем. Люди устают защищать, теряют внимание, но Аллах защищает все безупречно. И, наконец, аят завершается словами: «Он высочайший, великий». Эти два слова просты, но их смысл бесконечен. Аллах превыше всего. Ничто не может сравниться с Ним, ни одна сила не равна Ему. Иногда мы чувствуем себя великими из-за успеха, знаний или силы, но этот аят говорит: истинное величие принадлежит только Аллаху. И вот что самое важное. Аят Аль-Курси не просто текст, это убежище, щит, исцеление. Он дарит покой дрожащему сердцу, указывает путь растерянному разуму и окутывает одинокую душу присутствием Аллаха. Запомнить его наизусть – это хорошо. Но важнее – проживать его смысл. Каждая строка – это ключ, и этим ключом мы открываем свое сердце, придаем надежду нашему дыханию. Запомни, есть тот, кто всегда видит тебя, никогда не забывает и не устает. Его защита с тобой, и никакая тьма не сможет поглотить тебя. Если тебе понравилось это видео, поделись им, чтобы еще кто-то нашел утешение в этом аяте. И помни, тот, кто уповает на Аллаха, никогда не будет сокрушен.